Всем привет из солнечной Алании. В этот момент у нас уже почти зима. Это 25 ноября. Что сейчас происходит? Турецкая лира колоссально падает. Когда мы сюда приезжали, турецкая лира стоила где-то, мы считали ее 1 к 10, 1 к 9, 1,95. То есть за 1 лиру нам давали 10 рублей. Мы давали 1000 рублей, нам давали 100 лир. Плюс там минус, но с каждым днем турецкая лира стала падать. И на сегодняшний момент турецкая лира составляет 6,20 или 6,30. Плохо или это хорошо для нас с вами? Давайте попробуем порассуждать. Но вот мне кажется, для нас с вами довольно-таки неплохо. Опять же, если вы будете... В чем плюс? Вы должны расплачиваться картой. То есть карта будет вам, соответственно, переводить денежки ваши по курсу ЦБ. И курс этот выгоден для нас. То есть если раньше там приходил, там, не знаю, хлеб образно стоит 2 лиры, батон. И раньше он стоил для меня 20 рублей. А сейчас, если я буду расплачиваться карточкой, то для меня хлеб будет стоить 2 лиры. Это 6,2, 12. Ну и плюс 50 копеек добавим, ладно, 13 рублей. То есть на 7 рублей для меня будет дешевле стоить. Выгодно это или нет? Я считаю, выгодно. Но, опять же, магазины, рестораны все пытаются подстроиться под вот эту инфляцию. И, соответственно, закладывают уже цены, начинают, с каждым днем они увеличиваются. Но Эрдоган, он был недавно там в магазине, есть такой знаменитый магазин в Турции БИМ, и он, соответственно, ходил туда и, ребят, показывал там пальцами, не стоит повышать цены так сильно, как они хотят. Ну, понятное дело, что все хотят поднять эти цены в связи с этой лирой, потому что торговать себе в убыток это невыгодно никому абсолютно. И вот он оштрафовал магазин БИМ колоссально огромную сумму денег. Он там по нескольким магазинам ездил. Популярный там БИМ, А1 называется в Турции, Мигросы. И взять немножко назад, то есть года 3 назад, или может быть около 5, то турецкая лира стоила 23 рубля. А когда-то стоила на 5 рублей. К рублю я все это говорю. Когда-то стоила на 5 рублей, а когда-то лет 5 назад она стоила 23 рубля. То есть нам, конечно, когда сейчас она стоит 6,30, довольно-таки выгодно. И опять же, какие нам плюсы? Если мы расплачиваемся картой, то нам это выгодно. Менять евро, если пойти в банкоматах менять, или в обменниках, то там будет еще комиссия, по-моему, где-то 8-10%. И то есть вам будет это не особо выгодно. Лайфхак вам. То есть если у вас есть евро, сбережения ваши, там, доллары, да как угодно, вы идете в магазин Мигрос, или, по-моему, еще в Айкике так можно сделать. То есть вы пришли, выбрали какой-то себе продукт или вещь, если это в Айкике, и расплачиваетесь долларами либо евро. И вам дают лиры по самому хорошему курсу. То есть не то, что вы поменяете в обменниках. Вчера проходили митинг, Эрдоган в отставку, там правительство в отставку. Люди недовольны. Но понятное дело, что все привязано к доллару, да? Сейчас за 1 лиру, по-моему, за 1 доллар дают 12 лир. Это достаточно много. То есть и люди возмущаются, почему так. Эрдоган снижает ключевую ставку, и тоже люди, то есть турки недовольны. Мы с вами так идем, я вам показываю обычную дорогу, то есть я прогуливаю сейчас. Здесь это район Каргыджак, это строится, тут виллы есть, тут дома строятся. На носу у нас, опять повторюсь, декабрь месяц почти. Они падают, и вот никто их не собирает. Видите, вот они. То есть, если тут идет стройка, то есть район Каргыджак, конечно, он застраивается. Он очень красивый район, мало застроенный, находится в гористой местности. И все это сейчас строится, застраивается. Многие скажут, клево, прикиньте, скоро будет лира там стоить, не знаю, 1 к 1 к рублю, и мы просто-напросто
продадим свои квартиры, да? Продадим их. И за эти же деньги купим здесь, в Турции, прекрасные квартиры и будем прекрасно жить. Ребят, нет, такого, так дело в Турции не пройдет. Люди здесь делают, если курс лиры падает, то они что делают, турки? Либо они снимают свою квартиру просто с продажи, которую они продавали, потому что они понимают, они сейчас ее продадут, а за эти же деньги они не смогут себе купить новое жилье. Либо просто они перестраиваются в евро, в доллары, то есть и продажа будет, соответственно, в евро. Ну, скорее всего, это будет сейчас, в данный момент, все уже будет продаваться в евро. Давайте, ребят, по погоде. Погода, конечно, очень классная, очень тепло, днем тепло, достаточно солнечная, то есть сейчас, видите, пасмурно у нас. Я сегодня вначале погорячился, одел джинсы, одел длинные рукава, думал, что замерзну. Прогулявшись, я понял, что нет, не стоит. И я переоделся просто в длинные шорты и, соответственно, в футболку. Потому что жарко все равно. Хотя и на календаре 25 ноября. Я привык в России, это уже шапки, ветер, там, не знаю, слякоть, то ли снег, то ли не поймешь, такая кашица еще, да? Вот и не зима, и тем не менее, и не сухо. Здесь по погоде, то есть я что замечаю для себя, тепло, все равно тепло, но, ребят, наступает ночь и становится прохладно. Уже ночью 15 градусов, и в квартире иногда бывает, я заметил, прохладнее, чем на улице. Сейчас объясню почему. В Турции большинство на пол кладется не как у нас там с вами мы привыкли, чтобы лежало ламинат, там паркет, ковер. В Турции это, скорее всего, будет лежать на полу плитка, керамогранит. И, соответственно, что нужно? То есть вечером уже наступать на пол уже прохладно. И нужны обязательно тапочки, либо какие-то теплые носки. Как и жарко, а тем не менее ночью уже прохладно. Температура ночью достигает 13 градусов, 15 градусов. Утром, вот сейчас мы идем с вами жарко, 20 градусов. Температура моря 23 градуса. Это застроенный район, такой большой. Там много многоэтажных зданий. Это район Маленькая Россия, как называют в Алании, район Махмутлар. Это Таровские горы. И почему в Алании немножко теплее, ребята? Потому что вот эти горы, они по всему периметру окружают город Аланию, и, соответственно, сюда меньше проходит ветра. Видите, нам встретилась мечеть. Это тут продолжают банановые плантации. Знаменитый комплекс здесь собираются в Киргиджаке строить. Называется он Курт Сафир. Это супер, там прям супер премиум комплекс. И приезжал его рекламить Хабиб, известный борец. Да? Зашли сюда немножко, здесь можно налить воды. И вот такой вид я вам покажу, как выглядят турецкие дома. Чуть пониже там находится детская школа. И видите, вот все это застраивается. Сейчас я думаю, что скоро опять пойдет дождь. Но мы что спрячемся? Это знаменитый, по-моему, комплекс, называется Азура парк. Знаменитый, чем знаменитый? Он тоже по инфраструктуре, как 5 с плюсом отель. То есть там все есть, своя инфраструктура. Бассейны, рестораны, кафе, крытые бассейны, то есть все, хамамы, это там присутствует. И его очень любят русскоговорящие люди. Ну все, ребята, вот такой небольшой влог. Не забывай лайкос влепить, поставить колокольчик, подписаться на канал. И узнавай вместе со мной, что, как здесь в Турции. Если надо, я в описании оставлю свой номер телефона. Можете спросить у меня что-то узнать. Курс лиры 6200
23. То есть, видите, он падает. Каждый день он, если вам будет видно, то есть это вот я листаю, и вот тут на сегодняшний момент он 6,223.